Seni gördüğüm ilk günden beri her gördüğümde bu kalp deli gibi çarpıyor Aras bak. Bak bu benim elimde olan bir şey değil. Yani sen de şimdi fıstık gibi kızsın. Ya sana düşmemek de zor yani. Melike'ye kıskanacağım hiç aklımın ucundan geçmezdi. Şahane bir annesi var. Hepsi benim yüzümden oldu. Aras hayır senin bir suçun yok. Sen sandığından çok daha iyi bir insansın. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Что будет с Аслой, которая потеряла сознание на руках Араса? Пожалеет ли Хулья о том, что бросила детей? Расскажет ли Аслы Арасу о своих чувствах? Признается ли Арас, что влюблен в Аслы? Дарит ли чрезмерное внимание Рейхан Аслы материнскую ласку, которую она так долго искала, и возникнут ли между ними отношения матери и дочери? Что произойдет, когда Мирьем станет крайне неловко из-за внимания Рейхан и ее мужа Метина и совершит глупость? Решит ли Фигин, которая обещала Рейхан не видеться с Аслы, оставить ее дома и перевести на ферму? Когда Мирьем переступит все границы и обвинит Рейхан в смерти дочери, запрет ли Рейхан в своей комнате, как она заперла себя, и домочадцы начнут серьезно сомневаться в ее здравомыслии? Усилится ли хаос, когда Фигин ослушается Рейхан? Что произойдет, когда Хулью выгонят из дома, потому что ее любовник Акан выдал ей доверенность на управление домом? Когда Мурат узнает, что его мать Хулья обманута своим любовником, он захочет убить ее, но сделает ли он это? Что произойдет, когда Арас обвинит себя в смерти Мелике и расскажет об этом Аслы, и Аслы сблизится с ним? Поцелуй Аслы и Араса – реальность или вымысел? Сцена, которая начинается с того, как Аслы падает в обморок на руках Араса, станет одним из самых эмоциональных моментов следующей серии. На этот раз сердце Аслы подвергнется гораздо более серьезному испытанию, и тот факт, что она цепляется за жизнь в объятиях Араса, сделает их связь еще более особенной. Арас никогда не забудет этот момент, чувства, которые он подавлял годами, внезапно выйдут на поверхность. Одна лишь мысль о том, что Аслы может пострадать, что она может исчезнуть из его жизни, вселяет в Араса глубокий страх. Когда Аслы откроет глаза, она почувствует тревогу в сердце Араса по тревоге, которую увидит на его лице. Этот кризис оставит след в их жизни и снимет барьеры между ними. Для Хюльи все станет еще сложнее. Сожаление о том, что она бросила детей, начнет гореть в ее сердце. Предательство ее доверия Акану станет для нее серьезным уроком. Она потеряет свой заказ из-за доверенности, которую выдала им на дом, и потеряет последнее, что у нее оставалось. Хюлья будет нести бремя утраты и заплатит за свое бегство от материнства. Это сожаление подстегнет гнев Мурата. Когда Мурат узнает, что любовник его матери предал ее, он придет в ярость. Этот гнев превратится в желание отомстить. Мурат решит убить человека, который разбил его мать. Однако эта мысль отдалит его и от матери, и от собственной совести. Решимость Мурата проверить границы этого решения создаст одно из самых сильных напряжений в следующей серии. Эмоциональное путешествие Аслы и Араса также вступит в новую фазу. После кризиса Аслы начнет больше доверять Арасу. Она поделится с ним своими страхами и горем. Арас также выразит свою вину за смерть Мелике. Эта тайна станет новой связью между ними. Аслы, трогая боль в сердце Араса, почувствует, как он залечивает раны и в ее собственном сердце. Арас пытается отрицать свою любовь к Аслы, но больше не может противиться этому чувству. Они постепенно сближаются. Сцена поцелуя станет самым интригующим моментом для зрителей. Вопрос о том, реален ли этот поцелуй или это плод воображения Аслы, будет долго оставаться открытым. Связь между Рейхан и Аслы будет постепенно крепнуть. Когда Рейхан гладит голову Аслы, она начинает видеть в ней свою дочь. Аслы обретет материнскую ласку, которую искала годами, в объятиях Рейхан. Эта связь матери и дочери облегчит одиночество Аслы, но нарушит равновесие в семье. Потому что Мирьем не сможет выносить эту связь. Чувствуя себя недооцененной в собственной жизни, Мирьем восстанет против объятий Рейхан Аслы.
Ее особенно тревожит внимание, которое оказывают ей Рейхан и Метин, что приводит к кризису в семье. Ревность ослепляет Мирьем, и ее поведение выходит из-под контроля. Фиген тем временем принимает радикальные решения, чтобы сохранить мир в доме. Она берет с Рейхан обещание не видеться с Аслой. Но Рейхан не сможет сдержать это обещание. Тоска по Аслы и угрызение совести заставят ее нарушить обещание. Фиген, не желая оставлять Рейхан дома, решает отправить ее на ферму. Это решение создаст новый раскол в семье. Отправка Рейхан на ферму не только усложнит жизнь Аслы, но и обострит конфликты власти в семье. Гнев Мирьем достигнет апогея, когда она обвинит Рейхан в смерти дочери. Эти слова сведут Рейхан с ума. Рейхан запрет Мирьем в комнате, как и прежде. Такое поведение вызовет серьезное сомнение в психическом здоровье Рейхан в доме. Никто больше не сможет игнорировать ее странности. Эта ситуация приведет к серьезному противостоянию, особенно между Фиген и Рейхан. Когда Фиген перестанет подчиняться приказам Рейхан, в доме воцарится хаос. На фоне всего этого напряжения история Аслы и Араса будет постепенно раскрываться. Их разбитые сердца будут опираться друг на друга. Чувство вины Араса и желание Аслы держаться за жизнь сблизят их. Эта близость положит начало их любви. Однако семейные конфликты и здоровье Аслы станут серьезными препятствиями на пути этой любви. В результате следующая серия заставит сердце биться чаще не только из-за болезни Аслы, но и из-за масштабных ссор, которые начнутся в доме. Связь между Аслы и Арасом окрепнет, стабильность Рейхан окажется под вопросом, ревность Мирьем ввергнет семью в кризис, сожаление Хюльи превратятся в гнев Мурата, а в семье появятся неизлечимые раны. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.